Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. 25 февраля задавали хороший вопрос. Можно ли пчел осматривать при плюс 10 градусах? Потому что сейчас погода такая, колебания у нас. То тепло, то холодно. В некоторых регионах пчелы облетались, в нашем нет. Ну, вернее, как нет. Облетались, но не сильно. Слабенько облетались. Хорошего мощного облета еще не было. Так вот, можно ли осматривать в это время при плюс 10 пчел? Сейчас как раз такой день. Но я вам так скажу, что пчел можно и надо осматривать, если им плохо. Не то, что в плюс 10, при минусовых температурах тоже это можно делать. И даже нужно делать, потому что если вы их не осмотрите, не поможете, то они у вас склеят свои лапки. Сегодня плюс 10, вообще безнаказанно можно смотреть. Главное, чтобы погода была не ветреная, потому что когда ветер, то лучше к пчелам не лезть. Ветра пчелы не любят, сдувает их с рамок. Ну и чем это плохо? Вот в это время сейчас еще сильного облета хорошего у нас не было. Облет сразу видно, потому что на крышках улья пятна остаются соответствующие, когда они облетываются. Сразу видно, что облетались. Таких пятен у нас еще нету. Но пчелы, не все семьи, ну уже некоторые понемножку начинают облетываться, кому не втерпешь. Опять же напомню, что хорошие благополучные семьи, вот как это, на облет не спешат. Самыми первыми всегда облетываются неблагополучные семьи, которым не втерпешь, которые уже не могут терпеть, им надо срочно облетаться. Вот эта семейка, видите, чистая, рамочки чистые, нигде ничего нету. Вот так вот ближе покажу, никаких пятен нету, никаких грязных рамок нету. Все просто чудесно. Ну вот тут есть какое-то одно пятнышко небольшое, нехорошее. Но это такое случайно, наверное, получилось у какой-то пчелы. Все, гнездо чистенькое, гнездо хорошее. Пчелы зимуют отлично. Пчелы смотрим. Полосатенькие, не мокрые, не темные. Крылышками не машут, как одуренные, что есть признак потери матки. Все вроде у них хорошо. Сейчас я ульи открыл. Пчелы начали летать понемножку. Увидели солнце, начали летать. Вот когда пчелы видят солнце, начинают летать. В это время не надо, чтобы солнце светило в литки. Потому что вот такое время, когда то тепло, то холодно, пчелы выманиваются солнцем из улья. И как только солнышко их из улья выманило, они тут же замерзли на холодном воздухе. Поэтому, когда солнце и у вас улья стоят мордой к солнцу, то надо литочки притенять, иначе будете терять пчел и будет ослабление семей. Опять же смотрим, зачем я сюда залез. Наличие кормов. Для того, чтобы посмотреть наличие кормов, ничего делать не надо, потому что вот так вот смотрите, вот так вот сверху, и сразу у вас видно, есть там корм или нету. Тут есть. Пчелы сидят ближе к задней стенке. Почему ближе? Потому что задняя стенка у меня вот эта вот солнечная. Сюда солнце светит, она больше нагревается солнцем. И пчелы побежали к теплу. Раз пчелы побежали к теплу, а это у нас уже, значит, 25 число, значит, у них уже неизбежно есть расплод. Когда пчелы начинают выращивать расплод, они ищут самое теплое место в улье. А самое теплое место где? Посередине улья, потому что от одной стенки холодно, от другой стенки холодно, они находятся в середине гнезда. Но так как у нас этот улей стоит задней стенкой к солнцу, то они побежали ближе к задней стенке, растянулись. Но это на сегодняшний день, потому что как только похолодает, они от задней стенки отойдут и будут сидеть ровно посередине гнезда. Такие вот хорошенькие пчелки. Все у них хорошо, расплод у них уже есть. Вот когда пчелы переместились в феврале месяце в середину гнезда, посреди рамок сели, значит, у них есть расплод. Потому что пчелы обычно зимуют либо возле передней стенки, чаще всего, либо возле задней стенки. Может, сядут. Такое тоже бывает иногда. Но сейчас, если они, видите, переместились в середину гнезда, значит, точно есть расплод. Ну и чем еще плохо сейчас осматривать пчел, почему не надо разбирать гнездо? Потому что сейчас любое ваше действие с пчелами будет приводить к тому, что они будут обхаживаться. Потому что они еще нормально не облетелись, кишка полная. Только вы их тронули, тут же начнут обхаживаться. Вот у меня одна рамочка лишняя в гнезде получилась, медовая. Вот она с медом. Я ее из гнезда убираю. Так, чтобы сохранялось тепло. Ну, а всех остальных пчел вот так вот прикрываю. И пусть себе ждут хорошего
облета. Я надеюсь, у нас по прогнозу погоды уже на этих выходных должен быть хороший облет. Потому что пока что его не было. Был какой-то хиленький облетик, но хорошего не было. И все это дело к чертовой матери утепляем. Потому что сейчас, когда пошел расплод, очень важно тепло. Сейчас тепло, мед и вода. 3 основных ресурса, и белок еще, 4 основных ресурса, которые должны быть для того, чтобы семья нормально стартанула. Если чего-то одного не хватает, значит все, приходит задница нашему пчеловодству. Поэтому кто там спрашивал, можно ли пчел осматривать в плюс 10, не можно, нужно, если есть такая потребность. Если такой потребности нету, сильно большой, то тогда не надо. Так, это у меня верхний литочек открыт, нижний литочек у меня открыт, и я его закрываю. Потому что что? Потому что мне нужно теплое дно. А если сюда будет заходить холодный воздух, низ рамок будет охлаждаться, и пчелы не будут идти на низ рамок. Расплод будет только в верхней части рамка. Когда вы закрываете нижний литочек, холодный воздух не заходит вниз, и низ рамок получается теплее, больше тогда получается расплоду. Так, и ждем хорошего облета. Я надеюсь, в начале марта максимум должен быть. Вот в этом улье пчелки летают. И вот видите, обгадили литочек. Значит, что? Значит, пчелкам тут не втерпешь. Зимовочка тут, конец зимовки не сильно задался. Вот эти пчелы сегодня летают. Сегодня не холодно, но еще не такая температура, чтобы они массово облетывались. Потому что пчелы облетываются при плюс 12 градусов. И еще дня 3 перед этим облетом должен быть хороший климат, хорошие теплые условия, то есть солнышко должно прогреть воздух. Потому что если у вас холодный воздух не прогретый, плюс 12 пчелы тоже на облет не пойдут. А вот эти пчелки, сегодня 12 градусов нету тепла, где-то около плюс 10, но они все равно понемножку летают. Не массово, но, видите, летают. И обгадили литки. Значит, у этих пчел проблемки. Эти пчелки себя плохо чувствуют. Сейчас мы этот улей разберем, посмотрим, что там у них делается. Кормов тут хватает, в этом я уверен. Но в этом улье я сводил на зиму 2 маленькие семьи. То есть это сборная семья, а все сборные семьи зимуют не очень хорошо. Поэтому это закономерно, что они обгадились немножко. Но ничего страшного. Сейчас мы все это дело поправим. Так что если видите, что у вас где-то непорядок, то неважно, плюс 10. Или это вообще может быть минус температура. Открывайте улья осторожненько и смотрите, что там с пчелами. Потому что пчелам надо помогать. Тем более сейчас такой период страшный, тяжелый для пчел. Конец зимовки. И сейчас пчелкам надо немножко помочь тем, кому надо. Кому не надо помогать, те сами выгребут. А вот этим надо помогать. Такие вот дела. Ну а сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось. Кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жаден. И давайте будем смотреть этот улей.